Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу показать машины, которые добывали полезные ископаемые на Антарктиде. Их многие уже находили, вокруг них крутились, смотрели, что это такое. Вот, я вам сегодня покажу, что у них даже находится внутри. Так, вот они. Давайте их померяем. Длина по карте 2,79, почти 3 километра. Ширину 2 километра. Давайте померяем высоту. — 300 метров высоту. Ну, их запилизировали, уже плохо видно, потому что все на них обращают внимание. Вот этот километр 800 метров. Так, 3,5 километра. Так, высоту 400 метров. Их язык пикселизировали, уже вот не видно ничего. Давайте временную шкалу включим. Вот. Здесь получается сверху лед, то есть они находятся под водой. И сверху на них образовался лед. Получается, они не глубоко находятся. Вот это почти 4 километра. — 2,78. Два километра 700 метров. 2 километра в ширину. Высоту 280 метров. Так, давайте сейчас посмотрим
Светом поиграю. Тут вот получается заборные элементы расположены для сбора полезных ископаемых. То есть это устройство. Все берега Антарктиды объедены вот этими экскаваторами, или как сказать, сборщиками полезных ископаемых. Так, давайте другой посмотрим. То есть тут вот видите, квадратные, они, видите, открываются, а там зубья расположены. И они добывают полезные ископаемые, перерабатывают. Так, давайте другой посмотрим. Вот, и они стоят здесь, видать, давно. Как был потоп, так они здесь остались стоять. Их затопило, и они под водой находятся. Но верхушки торчат на этом, над водой, потому что сверху все замерзшее, льдом затянуто. Вот такие вот интересные машины древних людей. Оставили нам для забавы, чтобы мы посмотрели, что это такое. А когда временную шкалу включаешь, то это получается все пропадает. По временной шкале просто лед. Все замерзшее. Это наше время. Ну и хорошо, зато отчетливо видно, вот они, 4 объекта стоят. Так, вот я максимально приблизил, сфотографировал эти объекты. Получилась фотография размытая,
но зато мы увидим, что там внутри находится. Давайте посмотрим первый объект. Так, вот я обрабатывал фотографию. Здесь вот получается, это вот порода, остатки породы в самом внутри. Тут вот у нас получается вот кристалл, какой-то двигатель у нас положен, тоже с кристаллом. Вот еще один кристалл, вот тоже кристалл, вот кристалл, вот кристалл, вот кристалл. То есть работает это устройство на кристаллах. Вот еще один кристалл. А это, похоже, водитель этого экскаватора. Вот давайте посмотрим, вернемся назад. Все, вот они координаты. Вот я переключаю на обработанное изображение. Все координаты те же. Это внутреннее устройство этого перерабатывающего завода. То есть добывали здесь полезные ископаемые. Так, давайте посмотрим следующий. Так, тоже вот на максимум я приблизил, но изображение получается размытое, а зато мы сейчас увидим, что там внутри находится. Так, это вот другой объект, тоже вот они координаты того объекта, вот они, на глубине 42 метра. Вот, здесь тоже очень интересно, это вот сам хозяин этого экскаватора или перерабатывающей машины, вот кристалл. Это вот установка энергетическая, тоже он с кристаллом. Вот еще два кристалла. Здесь вот что-то тоже похоже на кристалл. Вот кристалл. Вот давайте смотреть. Сейчас я назад верну. То есть вот она сама. Это установка по переработке полезных ископаемых. А это вот изображение, обработанное через компьютер. И вот оно вот такое вот получилось. То есть мы можем увидеть, что находится в этой энергетической установке. То есть по добыче полезных ископаемых. А это вот хозяин самой установки. Так, давайте глянем на следующую. Так, тут тоже на максимум приблизил. Тоже вот они координаты. Но получается, когда близко приближаешь, то изображение расплывается. Так, давайте посмотрим обработанные через компьютер изображение. Так, это вот остатки породы, вот черные. Вот энергетическая установка с таким длинным жалом или валом, скорее всего валом. Вот здесь вот эти, которые мы смотрели, квадратные жалюзи, куда попадает все это. Вот здесь вот кристалл, еще один кристалл, а это уже обработанная порода, она даже другим цветом, здесь черная. Извиняюсь, здесь вот черная, а тут у нас она даже другим цветом, даже как будто красная. Вот на выходе. Вот, а вот это у нас хозяин этой установки сидит. Морда его, тело. Одноногий бандит. Улыбается.
Вот, смотрите, сейчас назад я возвращаю. Вот он находится. Этот командир этой установки. Это внутреннее устройство. У нас таких технологий нету, чтобы на кристаллах все работало. Это древнее. Так, давайте посмотрим следующую фотографию. Так, тоже вот на максимум приблизил. Вот координаты этой установки. Так, а это вот внутреннее устройство. Тоже вот порода осталась внутри в ней. Здесь выход. А тут внутреннее устройство. Вот кристалл. Вот большой кристалл. Вот еще один. Вот кристалл. Вот два кристалла. Вот кристалл. Это водитель этой установки. Ну, давайте сейчас назад верну. То есть вот она установка, а это обработанная через компьютер, через фильтра фотография. Так, давайте посмотрим следующее. Так, это вот с другого ракурса. Фотография тоже на максимум приближена, но она получается размытая, нечеткая. Но зато мы увидим, что у нас внутри. Так, вот кристалл, вот кристалл, вот кристалл. Вот это энергетическая установка с валом, как вот на предыдущей. Здесь вот что-то тоже какая-то интересная штука. Это порода осталась внутри. Ну вот такие вот у нас находки. Мы заглянули внутрь этой установки, которая на дне под водой находится. Здесь вот координаты. Вот они. Сейчас я переключаю. Координаты те же. Здесь подмены никакой нету. Так, давайте посмотрим следующее. Так, ну это вот они все, эти 4 установки стоят. На каком можете сами посмотреть по координатам. Давайте вернемся, еще раз глянем, что он там у нас есть. Так, и тут одна установка. Это фотография. Так, это вот другая. Вид сверху. Это оригинал фотографии.
Вот это очень интересно. Давайте ее поподробнее посмотрим. То есть тут несколько этих сборочных контейнеров, и они друг по дружке передают породу, потом сюда доходит, здесь она обрабатывается, длинный вал, вот кристаллы, и здесь уже на выход уходит. Ну, интересно самый, конечно, вот этот вот водитель этой установки. Причем даже видно глаза, нос и рот. Вот так все размыто, ничего не видно. Вот так вот он появляется, что у нас внутри находится. А это другая. Тоже вот энергетическая установка, кристаллы. С кристаллов как-то они научились добывать энергию. Собирали полезные ископаемые. Кому понравилось, подписывайтесь. Будет еще много чего интересного. Нашли древнего человека, причем огромного, гиганта. Так, до новых встреч.